Друзья, всем привет! Всех рад приветствовать на канале Огонь и Мясо. Сегодня приготовим солянку сборную в казане на огне. Поехали! Давайте посмотрим, что потребуется для данного рецепта. И, в принципе, приступим. Потребуется нам куриная грудка, 3 луковицы, соленые обязательно огурцы, 3 вида колбасы, вареная, копченая и сырокопченая. Картофель, некоторые не добавляют, но я все-таки немного добавлю. Томатная паста, маслины и растительное масло. Для начала в казан отправляем 5 литров воды. Казан на 12 литров, 5 литров будет достаточно. И обязательно в холодную воду отправляем нашу грудку, чтобы у нас бульон был более прозрачный. Накрываем крышкой и разводим огонь. Друзья, ждем закипания воды, а пока что подготовим остальные ингредиенты. Нарежем лук полукольцами. Друзья, лук готов, убираем его в сторону. Теперь нарежем наши копчености. Как нарезать не принципиально, желательно одним видом, либо кубиком, либо соломкой. Я нарежу соломкой. Перерезаем всю колбасу и продолжим. Друзья, пока резали колбасу, у нас курица закипела, поэтому засекаем 40 минут. На легком кипении держим 40 минут. Продолжаем нарезать наши колбасы. Итак, друзья, колбаса у нас нарезана. Идем разводить огонь по сковородой. Отправляем в сковороду примерно 50 грамм растительного масла. Ждем, пока масло накалится, и будем обжаривать лук. Так, друзья, масло нагрелось. Отправляем сюда лук. И минут 5 его нужно обжарить. Обжариваем и продолжим. Итак, друзья, лук немного прижарился, добавляем сюда томатную пасту. Пару столовых ложек
будет достаточно. И томатную пасту нужно также обжарить. Обжариваем вместе с луком буквально пару минут. Друзья, 2 минуты обжарили, добавим немного нашего бульона. Сейчас немного протушим все вместе. И в принципе можно будет снять со сковороды нашу зажарку. Итак, друзья, зажарку убрали. Добавляем еще примерно также 50 мл масла. И отправляем наши копчености. Немного их обжарим. Буквально 5 минут. Пять минут прошло, снимаем со сковороды. Итак, друзья, нарежем оставшиеся продукты. Это у нас огурцы. Также нарежем их соломкой. И отправляем обратно в рассол. Огурцы готовы. Нарежем картофель. Картофель вот так. Не крупно и не мелко. Картофель готов, отправим его в воду, чтобы у нас не почернел, пока ждет своей очереди. Друзья, прошло у нас 40 минут, достаем нашу грудку. Сейчас дадим ей остынуть и разберем ее. Отправляем в казан картофель. Три лавровых листика и штучек 20 перца горошком. Все перемешаем и накроем крышкой. Друзья, прошло примерно 10 минут, как у нас картофель варится. Отправляем в казан курицу, которую недавно коптил. Перемешаем. Ссылка на видео, кому интересно, сейчас появится в углу. Отправляем курицу, которую варили. Теперь отправляем колбасы поджаренные. Густая получится. Все перемешаем.
и отправляем в зажарку. Хорошенечко все перемешаем. Накроем крышкой и держим еще 15 минут. Прошло у нас 5 минут, как все вместе томится. Отправляем сюда маслины. Я их уже заранее нарезал, вместе с рассолом обязательно. И соленые огурцы, также вместе с рассолом. Все перемешаем. Через 5 минут попробуем на соль. Немного присолим. Мешаем. Закрываем крышку. Огонь на минимум. Закрываем печку. Ждем 5 минут. Ну что, друзья, продегустируем. Наваристая получилась солянка. Ну что, друзья, дегустируем. Попробуем сейчас картофель. Ах, горячая. Картофель готов. Мясо и колбасу. Аромат копченостей присутствует. Мясо тоже готово, колбаса, естественно, тоже. И сам бульон. Друзья, очень вкусная солянка. Советую к приготовлению. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.